Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено извлечению драгоценных и не очень металлов из вот такого материала, представляющего из себя не что иное, как лигатуру с разъемов RFT трех видов. Вот такого с локальной позолотой, вот такого с полной позолотой и также вот такого, опять же, с локальной позолотой. Точное количество этих разъемов я вам не озвучу, но их было несколько сотен. В процессе их разборки получилось 2 килограмма 524 грамма вот такой лигатуры. Лигатура не магнитная и представляет из себя медь. Также на ней можно видеть вместо пайки навивку из медной проволоки в полихлорвиниловой изоляции. Вижу такое впервые. Очень странное соединение для разъемов, но тем не менее оно присутствует. По плану переработки. Так как на лигатуре в значимых количествах олова не присутствует, то этап с растворителем припоя мы сегодня пропустим. Также по легенде в этой лигатуре наряду с видимой позолотой должны присутствовать еще два металла, а именно палладий и серебро. И исходя из этого обработаем на первом этапе лигатуру при помощи азотной кислоты без добавления серной, так как лигатура не магнитная. При этом в раствор должны перейти из нужных металлов серебро и палладий, а из ненужных медь. Золото же, как всем хорошо известно, в азотной кислоте не растворяется и останется на дне в виде осадка из золотой фольги. На втором этапе профильтруем раствор и попробуем извлечь из него серебро в виде хлорида серебра путем приливания к нему соляной кислоты. На третьем этапе уловленную при первичной фильтрации раствора золотую фольгу обработаем раствором царской водки с последующим извлечением золота из царского водочного раствора при помощи железного купороса. На следующем этапе из раствора, из которого предварительно было извлечено серебро в виде хлорида серебра, извлечем палладий в виде диметилгиоксимата палладия. Ну и в конце все извлеченные металлы почистим от примесей, по возможности сплавим и взвесим. План накидали? Приступаем. Растворять лигатуру будем в 5-литровом лабораторном стакане, в который предварительно налито 1200 мл дистиллированной воды. И также добавим сюда 400 мл технической азотной кислоты. Включаем легкий подогрев и начинаем понемногу присыпать лигатуру. В процессе будем присыпать лигатуру и также добавлять азотную кислоту. Через пару минут реакция растворения запустилась, началось выделение диоксида азота, и лабораторный стакан с материалом перемещается в вытяжной шкаф. Заглянем в него и мы, и понаблюдаем за процессом. Спустя пару часов вся лигатура растворилась в азотной кислоте. В процессе пришлось задействовать второй 5-литровый стакан, и после разбавления раствора в 1,5 раза дистиллированной водой общий объем раствора составляет около 8,5 литров. Разбавлял дистиллированной водой для того, чтобы уменьшить плотность раствора и таким образом увеличить скорость фильтрации. Раствор отправляется на фильтрацию, и после этого попробуем высадить из него хлорид серебра путем приливания к нему соляной кислоты.
Спустя приблизительно 40 минут первые 4,5 литра раствора отфильтровались. И давайте попробуем поискать в этом растворе серебро. Для этого запустим магнитную мешалку и прильем в раствор соляную кислоту. Не знаю, как вы, а я в этом растворе серебра не наблюдаю, поэтому во вторую часть в дальнейшем отфильтрованного раствора приливать соляную кислоту мы не будем. И сразу перейдем к поиску в нем палладия. Судя по цвету раствора, шансы на это у нас имеются. Сейчас я приготовлю раствор диметилглиоксима и будем выбивать отсюда палладий в виде диметилглиоксимата палладия. Я растворил 10 граммов диметилглиоксима в 200 мл 5% раствора гидроксида натрия, и этого количества будет достаточно для извлечения приблизительно 4 граммов палладия из этого раствора. Больше, я думаю, здесь вряд ли содержится. Приливаем диметилглиоксим в маточный раствор. И ждем формирования желтой взвеси диметилглиоксимата палладия. Спустя несколько минут диметилглиоксимат палладия в основном выделился, и раствор отправляется на отстаивание и последующую фильтрацию для улавливания диметилглиоксимата палладия на фильтре. И в дальнейшем я проведу аналогичную процедуру с раствором, который сейчас дофильтровывается. Я обработал вторую часть маточного раствора диметилглиоксимом, и в нем также наблюдается выпадение диметилглиоксимата палладия. Оба раствора отправляются на фильтрацию для улавливания на фильтре осадка диметилглиоксимата палладия. А мы пока займемся осадком, содержащим золотую фольгу после растворения лигатуры в азотной кислоте. В процессе растворения повыпадали какие-то соли. Не знаю уж, из чего была изготовлена эта лигатура, но, видимо, не только из меди. Я попробовал растворить небольшую часть этого осадка в 25% растворе аммиака и получил отрицательный результат, что говорит о том, что это точно не хлорид серебра. Ну а так как остальное нас мало интересует, обрабатывать этот осадок будем, что называется, as is, или как есть. Так как количество осадка достаточно внушительное, то для его обработки приготовим 400 мл царской водки. Для этого в мерник прильем 100 мл азотной кислоты и 300 мл соляной. Напомню, что соотношение объемных долей кислот 1 к 3, массовых 1 к 2. Включаем легкий подогрев и прильем для начала половину приготовленной царской водки. Специально взял высокую посуду на тот случай, если вдруг осадок из солей решит раствориться в царской водке и при этом убежать. Также в растворении поучаствует пара фильтров после фильтрации растворов от растворения лигатуры. И теперь на таймлапсе понаблюдаем за процессом растворения.
Спустя 20 минут все, что хотело раствориться, растворилось. И раствор отправится на фильтрацию сразу после того, как будет уловлен осадок диметилглиоксимата палладия из предыдущего раствора. Спустя несколько часов великого геморроя с фильтрациями имеем следующую диспозицию. Уловленный на фильтрах диметилглиоксимат палладия и отфильтрованный раствор после растворения в царской водке лигатуры. А великий геморрой, собственно, заключался вот в чем. Либо в состав лигатуры входила бронза, либо на контактах все же содержался припой, который я поленился снять. И как результат моей возможной лени в растворе выпала металлоловянная кислота. Вот, собственно, здесь вы ее можете наблюдать. Я оставил небольшую часть этого раствора для того, чтобы в дальнейшем показать, как с ней бороться. Ни один из известных мне способов химического удаления металлоловянной кислоты из раствора не сработал, а сработал кварцевый песок с размером частицы в пределах 0,06 мм. Напомню, что при попытке фильтрации под вакуумом раствора, содержащего в себе металлоловянную кислоту, поры фильтра неизбежно забиваются приблизительно через минуту этой самой металлоловянной кислотой, и фильтрация прекращается. Если же использовать кварцевый песок, то металлоловянка задерживается в нем, не доходя до фильтра. И фильтрация хоть и медленно, но происходит, что я сейчас и продемонстрирую. Включаем компрессор. Укладываем фильтр. Смачиваем его. Присыпаем слой песка высотой приблизительно 2 см. Прогоняем сначала воду. А потом приливаем раствор. И, о чудо, из воронки начинает капать чистый раствор без металлоловянки. Надеюсь, что данный лайфхак будет полезен людям, которые имели такой же, как и у меня, геморрой с фильтрацией растворов, содержащих металлоловянную кислоту. Я же после того, как этот раствор дофильтруется, прибавлю его к основному. Ну а пока часть раствора после растворения лигатуры в царской водке дофильтровывается, займемся осадком диметилглиоксимата палладия. Нам необходимо разложить его до хлорводородной кислоты палладия. Для этого я приготовил 400 мл царской водки. Вот она уже настоялась. И вольем для начала 200 мл. Фильтров получилось изрядное количество.
Поэтому царской водки понадобится достаточно много. Ждем растворения. Разложение диметилгоксимата палладия закончено. Раствор отправляется на фильтрацию. А мы займемся пока другим многострадальным раствором после обработки лигатуры царской водкой. Первичное восстановление золота до металлического состояния из этого раствора будем производить при помощи насыщенного раствора железного купороса, приготовленного заранее. Сейчас я подогрею раствор приблизительно до температуры 60 градусов и будем приливать восстановитель. Первичное черновое восстановление золота из царско-водочного раствора после растворения лигатуры закончено. Также закончена фильтрация раствора палладия. Так как золото здесь выпало коллоидом, то я оставлю его отстаиваться часов 10 и этим осадком займемся уже завтра. Также завтра займемся и палладий содержащим раствором. Ну вот, как обычно, для вас прошла пара секунд, для меня чуть больше 10 часов. И можем наблюдать отстоявшийся золотосодержащий раствор и сформировавшийся осадок на дне. Кажется, что его здесь совершенно космическое количество, но на самом деле он практически невесомый. За кадром я солью верхушку раствора, соберу осадок, почищу его и в дальнейшем, возможно, мы его будем перерастворять. Ну а пока займемся раствором, содержащим палладий. И самым разумным было бы почистить этот раствор палладия от примесей неблагородных металлов путем перевода его в аммиачный комплекс. Но так как по причинам, которые я озвучу чуть позже, у меня есть сильное подозрение, что в этом растворе также содержится и золото, делать мы этого не будем. Так как если в этом растворе содержится золото, то при приливании к нему аммиака образуется так называемый фульминат золота или гремучее золото, являющийся взрывоопасным соединением. И поэтому чистить наш раствор от примеси неблагородных металлов мы будем при помощи нитрования, то есть перевода этого раствора в нитритный комплекс палладия с одновременным отделением от него золота. И делать это будем при помощи нитрита натрия. Таким образом, на выходе мы должны получить нитритный комплекс палладия и золото, выпавшее в виде песка. Золото в дальнейшем отделим от раствора декантации, а с раствором, в зависимости от его цвета, будем думать, что делать дальше. Приступаем к нитрованию раствора. Нитрование раствора палладия закончено. Я дал ему немного отстояться, и на дне можем наблюдать осадок, похожий на золотой.
Сейчас я поймаю этот осадок на фильтре, и после этого раствор с нитритным комплексом палладия будем мучить дальше. Раствор нитритного комплекса палладия отфильтрован, а фильтр с уловленным на нем золотом перемещен в стакан к основному золоту, извлеченного при первичном осаждении из раствора после растворения лигатуры. Сейчас произведем повторное растворение золота для его очистки. Для этого приготовим 40 мл царской водки, прольем в мерник 10 мл азотной кислоты и 30 мл соляной до 40. И раствор царской водки приливаем к материалу. Ждем растворения. Перерастворение золота закончено. Раствор отправляется на фильтрацию. Мы пока займемся раствором нитритного комплекса палладия. Судя по цвету этого раствора, в нем все еще находятся примеси неблагородных металлов, скорее всего меди. И сейчас мы попробуем ее отсюда выбить путем защелачивания этого раствора. Сейчас я проверю pH. После нитрования он должен быть в районе 5-6, то есть раствор должен быть нейтральным, что и наблюдается. И теперь переведем его в сильно щелочную среду для наступления ступенчатого гидролиза. И, соответственно, все неблагородные металлы должны выпасть в виде гидрооксидов. Запускаем магнитную мешалку. Защелачивать будем гидроксидом натрия. Присыпаем реактив. pH раствора в процессе будем измерять. Сейчас около 9. Нужно довести приблизительно до 12. Гидролиз нитритного комплекса палладия закончен. Видим выпадение гидроксидов неблагородных металлов в виде взвеси. Сейчас раствор отправляется на фильтрацию, и после этого его цвет должен стать желтоватым. Также подошел к концу фильтрация золотосодержащего раствора. И сейчас мы займемся восстановлением из него металлического золота. Раствор нагрет до температуры приблизительно 80 градусов. Излишек азотной кислоты будем гасить мочевиной. Излишек азотной кислоты погасили. Восстанавливать золото до металлического состояния будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель.
Началось формирование золотого осадка. Восстановителя достаточно. Крутим под кипением и ждем окончательной коагуляции осадка. Восстановление золота закончено. Можно наблюдать сформировавшийся осадок. Вот такое количество. Не бог весть что, но все наше. Осадок отправляется на чистку и сушку. Мы дождемся, пока дофильтруется палладиевый раствор, и будем восстанавливать палладий до металлического состояния. Ну и приступаем к извлечению последнего из благородных металлов в сегодняшней лабораторной работе, а именно палладия. Вот такой цвет имеет нитритный комплекс палладия после фильтрации раствора и удаления примесей неблагородных металлов, которые там выпали в виде гидроксидов. Включаем подогрев. И как только раствор нагреется до температуры 80-90 градусов, я прикапываю насыщенный раствор гидрозингидрата, разбавленный в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Ну вот промежуточная картинка с восстановления. Образовалось очень много пены. Пришлось задействовать посуду большего размера. Но само восстановление практически закончено. Раствор уже просветлел. Сейчас пена спадет. И после этого отделим осадок палладия от раствора. Ну и долгожданная финалочка. И перед тем, как переходить к взвешиванию, попробую объяснить, как и обещал, откуда взялось золото в цацководочном растворе после растворения диметилглиоксимата палладия. У себя на канале я стараюсь показывать переработки целиком, но, к сожалению, иногда на камеру попадает не все. И в этот раз на камеру, к сожалению, не попало выделение диметилглиоксимата палладия из цацководочного раствора после растворения лигатуры. Цвет этого раствора показался мне странным, и я обработал его диметилглиоксимом. И в последующем действительно выпал диметилглиоксимат палладия. Во время же сбора его на фильтре я заметил, что на дне стакана остался легкий налет из золота. И это означало, что в осадке, собранном на фильтре, это золото тоже должно было присутствовать.
Поэтому и было принято решение пронитровать раствор после разложения диметилгликосимата палладия в царской водке для последующего отделения от него золота. Могу только догадываться, каким образом золоту удалось высадиться из царсководочного раствора, но, скорее всего, это было связано с тем, что раствор был разбавлен как минимум в 3 раза и, как следствие, уменьшена кислотность. Если у кого-то есть еще какие-то идеи по этому поводу, озвучьте, пожалуйста, в комментах. Ну все, с лирикой закончили и переходим к взвешиванию. И первым отправляется на весы золото, добытое, напомню, с 2,5 килограмм лигатуры RFT. И можем наблюдать более чем скромный результат в 2,4 грамма. Это выход по золоту менее 1 грамма на килограмм лигатуры, но с учетом того, что в основном лигатура имела локальную позолоту, может быть и покатит. И вторым отправляется на весы добытый с лигатуры палладий. И здесь результат, прямо скажем, удивительный, равный 7,11 грамма. Признаться честно, я от этой лигатуры такого выхода по палладию не ожидал и думал, что этот металл будет лишь незначительной побочкой. А эта побочка на поверку оказалась выходом приблизительно в 3 грамма на килограмм лигатуры. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки золота и палладий, содержащей лигатуры, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!